ну, пожалуй, как со светом? Не засвечивает, тут не темно, а тут не светло. Интересно. А также я затроил, и я забыл, что я рассказать дальше хотел. Блин, подожди. Есть, готово? 85-й кадр. Дубль 100. Я только хотел сказать, иди ты в жопу, все, молчи. Народ, всем привет, добро пожаловать в новое видео. Это видео будет полезно для тех людей, которые хотят стать трак-драйвером или просто хотят увидеть всю кухню изнутри. Я вам покажу самый первый свой рейс, когда я устроился на работу, и он прошел нелегко, были очень большие проблемы, много было проблем, даже с самым первым грузом. Этот оператор, который стоит сзади, он мне помогал это все даже решать. Также я вам расскажу в конце трипа, сколько я заработал денег, я думаю, это тоже будет людям интересно, за сколько дней и сколько я заработал. Сейчас не обращайте внимания, что это стоит другой трак, другой трейлер, и это другая уже фирма. А нам сейчас, пожалуй, придется вернуться в прошлое. А говорят, в прошлое не вернуться. Что ж, усаживайтесь поудобнее и let's go в сюжет. Бум! Спойлеры! Это не мое. Хоть успел отцепить, что-то внутри вез. Всем привет! Это мой первый рабочий груз. Я выехал Стажер! Закройся! забирать груз. Вот мой трачок, новый трейлер, который мне выдали. То есть прицепик. Но проблема в том, что я уже и доски подлаживаю, подымал этими немного. Что у меня не проходят ящики, и рама ложится прямо на асфальт. И я теперь застрял левой стороной и не могу выехать сюда. Сейчас они попробуют форклифтом, также я сюда подложил доски, чтобы оно приподнялось. И здесь максимально поднял подушки. Он форклифтом мне будет поднимать жопу, Так себе, конечно, аналогия, короче. чтобы меня немного вытолкнуть, пока груз весь там. Владос говорил, ты будешь застревать часто, особенно говорит, даже переезды обычные, и то, говорит, страшно. Мой океан идеален, пусть и выдуман, вечен. В нем нет авралов, тревог, волнений, стресса. В нем для проблемы забот нет свободного места. Excellent. Oh my god. Thank you so much. Нет, все нормально, даже ящики не достали, чисто рама, понял, и все. Ну, тут уже начинка на 200 раз, и Женя тут 100 раз. На. Да, мне надо объезжать будет эту тему. Жесть. Короче, мужику спасибо, мы поехали отсюда. Короче, весело, все, летим на вторую загрузку. Да, первый блин комом, первая поездочка. Видите, какой зазор у моего трейлера, ездить на нем просто нереально. Вот видите, где ножка у меня стоит и где ножка у Сереги стоит, то есть зазор намного у него больше. Но все нормально, груз закинул, заторповал, все с трапами натянул, все четко. И не хватало еще вот этих вот трещоточек, за которые страпы тянуть, я добавлял. Вот они сверху стоят все. Ну вроде все нормально. Все, выдвигаемся домой. Сегодня я, наверное, не поеду в рейс, поеду ночью, хочу немного отдохнуть. Может, мы поедем? Слушаюсь. У нас тут что-то случилось, мой трак походу не влез. Вечером я поехал домой, отдохнул, ночью приехал, прошел предрип инспекшн, проверил груз и в дорогу. Мне нужно было проехать примерно 1800 миль. Я уже еду, мы выехали с Серегой из дома в 3 часа ночи, из ярда выехали в 3:15. Не, я обманул, в 4:15, не в 3:15. Ползу на горочку, решил видос запилить. Серега сзади едет, я ползу за трачком, он аккуратно едет.
медленно едет, и я его не обгоняю. Так как у меня адаптивный круиз-контроль, я могу за ним пристроиться. Когда он оттормаживается, и мой трак сам оттормаживается. Когда он разгоняется, мой трак сам разгоняется. Поэтому ползу за аккуратным дядей. У нас 200 миль зигзаги, вниз, вверх, влево, вправо. Ну, короче, очень сложная. When I was born, just west of the river, Mississippi mud running in my veins. And on the road is where I found freedom. And hotel rooms is where I found peace. I spent my whole life running. I Вот и кое-кто догнал нас. It's gonna be Приехал дядя Сережа. Заземлился возле меня, тоже на пайлоте не стал. Захотел возле меня стать, хотя он мог, он не торопится, он мог на пайлоте стать, пойти спокойно покупаться. Это я тороплюсь очень причем, а он не торопится. Ну ничего, хочет, пускай. Сейчас начну порядки наводить, тут уже водичку прятаю, потому что я ночью прилетел, все просто кинул на кровать и поехал. Подушка, видите, какая у меня мощная, жесткая. Купил еще одну подушечку классную. У меня есть там маленькая, но она мне не нравится. Одеялко купил одно и купил вот такое второе. Хорошее вроде бы. Все, ладно, буду сейчас понемногу разбираться тут. Пока дядя Сережа тут припиркует. Первый день наш закончился, увидимся завтра, в следующем дне. Снова в бой, я уже бодрячком проснулся в 2:30, уже примерно 3 часа утра, уже 3:05. Ну все супер, я проснулся, сделал pre-trip inspection, прошелся вокруг трака, проверил груз, колеса и так далее. Поэтому можем двигаться в дорогу. Только вот снимал для инстаграма видео, и с правой стороны... О, смотрите, опять стоят. С правой стороны выбегает, я, получается, с поворота выхожу, и выбегает прям под меня косуля. Я хорошо, что не тормозил, я немного так навстречу подвинулся и ушел. Потому что если я буду экстремально тормозить, то мои вот эти плиты алюминиевые, они просто в меня летят, раздавят мне кабину, и я не довезу груз и не сделают Боинг. Это, кстати, алюминий везут для самолетов. Все, ребятки, двигаемся в дороге. Я думаю, будет все супер. Главное, чтобы по дороге не попадались косули, потому что если я собью, я и фары разобью, радиатор могу пробить. Ну, короче, это неблагоприятно, поэтому движемся в путь. It's gonna take my heart and soul, my heart and soul. Вот мой родимый Лавс, любимый мой родненький. Классно, что заправляться удобно, здесь помыться сразу можно. Ну, понятно, Pilot то же самое, все похоже, но Лавс что-то как-то душой лежит. Пацанам из-за того, что напитки там бесплатно, но я напитки как-то что-то и не беру. Этот стоит, но у меня есть свои, там иногда я сюда заливаю, просто когда едешь с трубочки пью, чтобы не разлить, потому что бывает ямы, ты прыгаешь, ты с чашки никак не попьешь, а в чашку кидают тут всякие орешки, вкусняшки. Ну все нормально, заправился, пассажир на месте. В принципе, блин, я его забыл пристегнуть. Ну ничего, надеюсь, он не выпадет. Ожидаем мы на месте. Можем выдвигаться. Хорошо, что меня никто не подпер. Стою, жду 30 минут. И вот они сработали. Все, 30 минут я постоял, значит мне добавили время 3 часа плюсиком. Теперь буду ехать без остановочек. Я уже заехал в штат Айова, сейчас буду отдыхать. Это город Гленвуд и уже Канзас-Сити уже рядышком, поэтому Миссури не за горами. Это мой штат, в котором я разгружаюсь, уже рядышком. По логбуку я проехал 3 часа, потом полчаса перерыв, и 8 часов я уже проехал. Мне осталось пару минут, нужно срочно заземлиться где-то и отдыхать. Увидимся завтра утром. Все готово? Да. 20 перекрестков заблокировано. Они попадутся как крысы. Смотрите, сколько братанов едет. Просто одни грузовики.
капец. Пробочка такая, что навигатор пишет задержка на 83 минуты. Не знаю, может авария, может из-за того, что утро и уже все на работу едут, хотя 7:37. И навигатор мне показывал, что я приеду в 7:40, а сейчас показывает в 9:09 приеду. Ну, ползем. Я думал, вовремя приеду, рано. Не, ну я должен с 7:30 разгружаться до 2 часов дня. Но дело в том, что с 7 до 3 часов дня мне уже дали новый груз. Мне надо успеть теперь этот разгрузить и новый груз взять. И вот так постоянно проблема именно с загрузками, разгрузками. Ну ничего, подождем немножко. Пробки были из-за аварии, но особо не получилось снять на видео. Я на месте заехал внутрь, потому что, говорят, может быть дождь, алюминию нельзя мочиться. Страпы поснимал, покидал на ту сторону. Сейчас резинки снимаю и тарп снимаю. Он состоит из 2 частей. И в принципе все. Алюминий, который я привез, находится под 2 тарпами и клеенкой. Это нужно для того, чтобы дождь не намочил металл и не началось окисление. Перед тем, как забираю или сдаю груз, я всегда делаю фотографии. Так видно, в каком состоянии я получил груз и в каком сдал. Что ж, приперся я на новую локацию. Вот так вот они, короче, делают тут все. Сейчас буду грузить, не знаю, как это мне вести, вот это все дело, но как-то буду делать. Уставший, сонный, башка не варит. Сейчас буду что-то делать. Что он там трется об мою камеру. Я уже закрепился. У меня 40 тысяч. Один ремень идет на 5 тысяч. То есть я их кинул 10, это на 50 тысяч он идет. И то всегда добавляйте в конце и в начале и в конце еще по одному ремню. Но у меня их по 2 стоит. Я вообще увидел, что пацаны посередине вот так кинули по одному. Ты что делаешь? Что я делаю? Надел белянки? И по краям по 2. Ну, короче, как-то так, все. Буду выдвигаться уже. Сейчас на весы, на скейл еду, проверяю, чтобы не было перевеса по акселям. Сейчас я вам сниму, как это все дело происходит. Так, звоним. Не знаю, правда, какой из них. First way, First way. truck number. 218. И должен еще спросить, oversize или All standard. right, you're good. Окей, thanks. Не спросил. Короче, он second way это второй раз, first way это первый раз. Он спросил, типа, первый раз? Я говорю, да. Берем карточки и прям. First way первый раз важитесь, это дороже. А second way второй раз важитесь, это дешевле. Главное, чтобы колесики все стояли у нас на отдельной плите, потому что я не знаю, если на такой разрез ехать, оно уже неправильно покажет. Не, все, я сзади попал, все чики-пуки. Идем, сейчас проверим. 4-й день моей дороги, я уже еду, все хорошо, на небе луна светится. Вчера я просто пошел, получил чек и рядышком там встал и лег спать. Поэтому сейчас ночь, мы выдвигаемся в дорогу, думаю, будет все хорошо. Let's go. Вот так вот душик выглядит. Прикольно. Неужели я дождался? Я 8-й был в очереди, дождался. Сейчас покупаемся, дают полотенце. В туалет можете сходить, ну и также сам душик. Ничего особенного. Но очень приятно, когда ты грязный прилетел, покупался, вообще просто кайф. Что ж, я проснулся, кроватку застелил и уже буду выдвигаться. Вон дядя какой-то спортом занимается там, интересный. Молодец. Виртуальную штангу тащит, прям спортсмен, видно. Короче, как-то так, пацаны. С ума сходят не только траки, а и водителя тоже. Ладно, шучу, я тоже гантельки себе возьму. В трак уже смотрел, какие резинки возьму, буду заниматься тоже здесь. Да, может он курнул что-то с виртуальными гантелями. Приближаюсь уже к Каролине, и здесь предупреждение на компьютере показывают машины, что возможен гололед. Показывает у нас 2 градуса температура и туман сейчас вообще. Тяжелая дорога.
Дорожные работы тоже очень много занимают времени. По навигатору едешь одно время, а по факту можешь приехать в другое. Из-за дорожных работ, из-за пробок и так далее. Это тоже нужно учитывать. О, end road work. Выход. Отлично, закончилось. Хорошо, что маленькая. А так бывает затягивается на 17 и на 20 миль. Неужели я доехал до этого адреса? Стрёмно, потому что я, наверное, думаю, все-таки правильно приехал. Вот это склад. Я проверил по Google картам. Это он. А вот это вот неправильно меня ведет. Капец. Сейчас посмотрим. Наверное, вот это оно. И что-то трачок стал, он меня пропускает, наверное. Обожаю утро раннее. Все, надеюсь, что я правильно приехал. Буду сейчас разгружаться. Сказали, стой здесь, и сейчас он пошел в офис, походу позовет, и меня уже будут разгружать. Я сейчас обую нормальную обувь, чтобы у меня был, ой-ой-ой, железный наконечник. И я сейчас говорю про обувь. Я пошутил. Вот такие у меня девалтовские, ну тут металл. Сейчас одеваю эту обувь и пру. Два сапога, два гангстера. Я типа Тупак, а ты Ice Cube. Банда, еще одна загрузка моя. Загружаем, получается, стекло. Очень высокие и их до хрена, я так скажу. Вот эта штука мне будет поднимать, и теперь тарп просто натягивать потихоньку и все. Поэтому разобрались, все круто, я теперь спокоен. То я их бы тут не затянул, там же высота просто бешеная, как бы я там лазил бы. Тем более стекла, очень все хрупкое. Мы его накрыли с потрохами. Мы сегодня облажались, но его накрыли. Пожалуйста, посмотрите. Ребят, еду час, но устал так, как будто бы все 7 часов проехал. Пробка, все ползут. Сейчас хоть немного разогнался, что могу вам видео снять. А то такие миллиметры, там стройка сзади шла. Спереди тоже будет стройка. И когда стройка, полоса намного уже, и вы прям едете, и когда кто-то сильно очень спешит, и дальнобойщики начинают обгонять, мы-то шире, чем обычная машина, нам четко, ровно в полосе надо. И возле меня чувак обгонял, вот так вильнул хвостом, я, обосрался, он бедный там извинился аварийкой, ну, куда они летят, так я не знаю. Такой вейстейшн нельзя проезжать, видите, сейчас чувак садится в тачку и походу сейчас за кем-то погонится. Потому что на этом вейстейшене, а я снимаю на телефон руками, надеюсь, они не увидели, они хуже полиции для нас. На этом вейстейшене мне не посветился припас ничем, я думаю, лучше заеду на вейстейшен. И потому что не было надписи, что он closed. Я заехал, стрелочка мне была на эту линию, значит просто проехать, а вот этого загнало через весы передо мной. И все, но не пролетайте такие вейстейшены. Если стоит полиция, они гоняются, они догоняют вас и выписывают 2 штрафа и возвращают на вейстейшен. Доехал без происшествий, но дорога была сложной. Тарп короткий, стекло торчало наружу. Я подложил одеяло и тряпки, чтобы камни не повредили стекло. Если бы оно разбилось, были бы большие проблемы. Приехал на место, сделал фотографии, начал снимать тарп. Это было непросто, груз высокий, все цеплялось, кольца на тарпе задевали за груз, и сам тарп плохо снимался. Старался не повредить стекло. В итоге все прошло благополучно. Снял тарп, сложил, разгрузился и уехал. Приехал забирать вот такую вот технику, погрузчики. Он там стоит маленький, первый мой, а вот этот второй большой. Но я попросил, чтобы второй в конце поставили, маленький в начале, потому что на ступеньку мне взяли еще один груз. 3 разных груза будет. Все, продолжение следует. Сколько в конце заработаю, увидим. Мне загрузили 2 форклифта. Я закрепил их цепями, сделал фотографии и выдвинулся за следующим грузом. Эти я уже карапузы забрал, закрепил, все четенько у нас вроде бы как. Я ехал, не шатаются, цепи проверил, уже приехал на вторую локацию, сейчас мне вот там на ступеньку будут грузить. Загрузился, выехал, поставил алюминий я сзади везу, но он такой тонкий, заторповал его, все как полагается. Они сказали good job, man. Мы кулачками ударились, я расписался, забрал доки, выдвинулся. Надеюсь, что все будет чики-пуки. Ты уверен? Мне еще можно ехать 8 часов, так что буду тулить до Талова. И как всегда пробочка. Не успел загрузиться, выехал и сразу же уперся в пробочку. Достал я, значит, вот эти вот штуки, потому что у меня колесо лопнуло. Все бывает первый раз, сынок. Пошел их поставил, а оно их ветром просто сдувает на обочину. Я одел жилетку, обязаны быть в жилетке, чтобы вас не снесли. Пошел туда, в конце надо ставить эти треугольники. Но, к сожалению, ветер тут такой огромный, что их сдувает на обочину, туда в поле аж улетают. У меня колесо разлетелось.
Вот одно разлетелось, а вот второе сразу же за ним. И вот там у меня я еду, пахнула первая, видите, лежит вот корт с него. Не корт, а резина вот эта, что наклеивается. Она только отлетает, я сразу аварийку, вот в сторону уходить, и только бабах второе. Не знаю, в чем причина, но как-то так. Температуру пробовал колес, ну, они не горячие вообще, ну, то есть еле-еле теплые. И перед каждым выездом я всегда проверяю давление. Если давление слабое, то колесо разлетится. Но я проверял и те колеса свои, а эти я не проверял, потому что тут автоподкачка. Молотком прошелся, простучал с утра, ни одно не было пустое, а всю ночь я простоял без подкачки, воздух я убирал на прицеп. Поэтому, почему разлетелось, не знаю. Ну, так получилось. Пришлите скорую, быстро! Сейчас приедут ребята и будут менять мне колесико. Тоскливо, потому что оставалось совсем чуточку мне доехать. Мне оставалось расстояние 75 миль. Это через час я бы уже был на месте. Значки все-таки я решил поставить. Видите, стоит один близко к дороге. Это тот, что ближе ко мне. Потом посередине и в конце ближе к обочине. То есть специально, чтобы они меня как будто бы объезжали вот так вот. И я их придавил вот этими, то, что я стягиваю, крючками всякими, потому что очень ветер большой, фуры когда пролетает, они просто сдувают их. Хаймен, он поставил тачку, поставил знак такой огромный. Мои уже разлетелись там, бедные знаки. Капец просто. Да, завис я не слабо. 3:40, а я в 4 уже должен был вторую разгружать. Это катастрофа. Жалко, очень жалко. Колесики поставили, новенькие, готовенькие, все четко. Буду уже выдвигаться. Старая фирма попросила, чтобы я взял, закинул назад, потому что с фирмы типа по $25 зачарджают за одно колесо. И попросили где-то поехать на лапсе или где-то выкинуть. Как-то так, ребят. Такие есть нюансы. И ветер такой огромный, что вот там, он, видите, в конце его знак, там с грузиком специальным внизу. Его просто сдуло, он ставил возле дороги. Ветер мощный. Надеюсь, вообще меня слышно. Все, ждем оплату и выдвигаемся. Я уже сегодня не успеваю ни на одну из доставок, поэтому просто еду на лапс, ложусь отдыхать, а завтра рано утром еду на разгрузку. Я у них в шапе снимаю тихо, чтобы не видели, но все-таки оплата прошла, все нормально. Это была полная жопа, мне пришлось ехать сюда, пытаться здесь оплату сделать. Капец. Приехал я на разгрузку, тут зарядка идет, видите, ребята, зарядкой занимаются. Молодцы, перед работой. Найс, идея. Я жду разгрузочки. Он говорит, извини, что тебе удалось это увидеть, как мы занимаемся зарядкой с утра. Я говорю, ничего, вы что, это круто. Они заминку, разминку, растяжечку там лупанули, вообще молодцы. Все как всегда. Сделал фото, разгрузил и уехал. Уже на месте, здесь у них много разгрузчиков, вот этих погрузчиков. Вот этот чувак, что на желтом кране подъехал, мне рассказал, куда подъехать. Там есть рампа маленькая, туда поеду сейчас. Буду уже разгружаться. Вот такая у них рампа бетонная. Я к ней подъехал, спускаем сейчас карапузиков. Этот не запустился, джампстартер дядя, он катит на тележке. Я на новой локации, вон мой трачок стоит впереди. Вам нужно всегда искать вот такую надпись, вот она. Shipping, офис и так далее. Вот я нашел снизу, было закрыто, я пошел в эти двери, они открыты. Все, буду грузить вот эту штуку, я не знаю, что это такое, что там мягкое, походу. Надеюсь, его не повреждать, не поврежду никак. Этого можно покушать тут. А это самая фигня, это ждем здесь. Я запрыгнул в трак, сижу в траке, жду, потому что когда они подъезжают, просят, чтобы не находился, нельзя им грузиться, если кто-то находится возле трейлера. Ну это пенопласт, чисто утепление. Заводик, склад у них не маленький, вон второй грузится, там дядька, а я сижу скучаю. Я уже поправляет и могу сейчас крепить страпы и выдвигаться на Канзас-Сити. С Чикаго залетел сюда и еду дальше на Канзас. Дали такую длинную палку и дали вот такие картоны. Вы их подлаживаете под страп. То есть я ее одел на палку, вставил, под страп положили, страпом прижали, потянули, убрали. Длиннющая высота, конечно, бешеная, но ничего, делаем понемножку, собираем. Все, документы я получил, все закрепил, но мне не нравится, потому что, ну, такое себе. И оно, ну, видно, оно аж двигается. И я в поворотах теперь буду бояться, что оно будет двигаться. И высота громезная, оно реально может грохнуться на бок. Поэтому я не знаю, как его вести.
Буду ехать потихоньку. Даже вот там он втягивал, уже он проломилась. Блин, оно через время просело. Капздец, надеюсь, меня не счарджует. Вспомни первое правило! Подписывать контейнеры в холодосе! Нет, не перегибать! Все, выдвигаюсь. Вроде все чики-пуки. Еще вот такую одну сзади добавил, чтобы оно не выпало. Ну, в принципе, нормально. Могу выдвигаться. Видите, в чем разница? Если сюда смотреть, видите, треплятся они. Там я два не смог повернуть. А теперь смотрим на эту сторону. Полная тишина, ничего не шатается, его не трепает ветром. Поэтому и нужно страпы разворачивать. На Канзас-Сити не особо, конечно, дорога. Двухполосная она, но много гор вот этих вырезанных. Но так мне не нравится. Красиво это, конечно. Но так мне не нравится то, что две полосы. Если кто-то плетется, очень сложно обогнать. Движемся на Канзас-Сити. Утепление разгружать скоро будем. А, не, я до понедельника стою, не скоро. Времени вагон вроде, но я вечно занят. В моей природе все идет строго по расписанию. Смотрите, какой красавчик стоит. Он мне что-то нравится, он такой рубаный, красивый. Очень нравится. И нравится вот этот американский бульдожик. Вообще моща. Мне нравится Мак какой-то. Ну вот и мой Фредик стоит. Я бегал, постирался, посушился, постельная теперь одежда чистая. С грузом разобрался, поправил. Вот это вот видите, где синюю подложил. У меня вот эта картонка вылетела, там повредила груз. Она его разрезала страпом. Очень нехорошо, но ничего. Надеюсь, меня за это сильно не накажут. Все, груз проверил, колеса все поподкачивал, доставал шланги, поподкачивал, все попроверял. Спереди я подкачиваю 110, сзади подкачиваю по 105. Такое давление у меня в колесиках. Летом оно, когда жара большая, где-то 120 будет в передних. Когда температура поднимается, оно поднимает, конечно, температуру в колесах. Все, иду отдыхать, потому что у меня рестарт. Еще осталось 10, наверное, часиков отдохнуть. Я уже завтра утром выйду и поеду. Это парковочка Loves, как выглядит. Она не маленькая, а огромная, очень много рядов. Туда пошли ряды, туда, и смотрите вдаль, оно куда уходит. Я в самом конце стал. Но вот это первый стоит, второй ряд, я, наверное, там в третьем стал. Вон еще один ряд, ну, короче... Парковка огромная, вот сам Loves, но Loves не очень большой. Я иду, вот торговый центр какой-то рядышком есть, надо купить переходничок для флешки, чтобы вам кадры показать с регистратора, а то регистратор забился. Круто. Еще Новый год не скоро, а уже к Новому году полным ходом готовятся. Сколько таких тут разных приколяшек. Игрушки, смотрите, какие огромные стоят. Просто посмотрите на эти размеры. Это капец. Рано они к Новому году готовятся. Ну а это еще вообще, походу, Хэллоуин не закончился. Я уже на разгрузке, я в переживаниях, что мне по жопе не дали. Но уже разгрузили, некоторые не сказали. Вот еще один, который прорезался, помялся, и там скотчем его заклеил, и все. Пока вроде бы все нормально. Но если дадут по попе, буду расстроен, потому что я и так взял за 1000 баксов, провозился с ним 3 дня, я стоял. Поэтому на выходных я мог просто стоять, и за каждые сутки мне $100 платят, если я стою пустой. Я захотел поработать. Надеюсь, не зря. Я, конечно, не мечтаю, что журнал Forbes меня когда-нибудь выберет человеком года. Скорее всего, я просто себе отращу горб. Нашел я место разгрузки. Ой, загрузки вроде бы здесь. Сейчас забираю пикап Ford и трактор какой-то. Закрепил на растяжку, как полагается. Это тянет сюда, та цепь тянет назад. Так же самое это на растяжку пошла. Но плохо то, что в раме есть специальные вот дырки такие, в которые вы можете вставлять крючок. В крючке кольцо, вы пропустили цепь и затянули. Мне приходилось через раму вот так вот цеплять. Трубу тут прижал, надеюсь, ничего не повредит она. Ну и с ту стороны через раму. Плохо, когда не дают чем работать. Крючка нету, цепляешь как попало. Даже нету, есть такие ремни специальные, в конце идет как цепь. И тоже удобно цеплять тачки. Их нету, пока не выдали. Вот как есть. Закрепил, весь полностью мокрый. Полностью.
Ну, хоть трусы, надеюсь, сухие. Сейчас иду, беру беловлейдинг и выдвигаюсь. Знаете, ребятки, еду и думаю, что я засыпаю, прям уставший. А потом вспоминаю, сейчас 6:17, а проснулся я-то в 3 часа ночи, пока проверил груз, пока сделал притрип, выехал я в 4:15, я пока заправился там и так далее. То есть я проработал уже 15 часов, еще 2 часа я могу ехать. Там такая кнопочка есть, если там вы долго на загрузке, либо долго стоите на офе, можно взять эти часы дополнительные и ехать. Я взял, я уже должен был останавливаться, но я нажал эту кнопочку, мне 4 часа добавилось, поэтому я еду дальше. Но до Лавса мне осталось 90 миль, еще у меня можно 2 часа ехать, но я проеду где-то за час ты проезжаешь 60 миль, это 2,120, ну час 40 где-то, я думаю, еще я буду ехать. Поэтому 16 с половиной часов где-то отработаю. Это немало. Это немало. Так что имейте в виду, пацаны, те, кто хотят пойти в дальнобой, это будет нелегко. А есть пацаны, которые работают, еще лукбуки крутят. Это вообще, конечно, нехорошо. И по закону неправильно. И могут поймать и очень сильно наказать. Все, двигаемся с Канзас-Сити в сторону Техаса. Спереди еще и вон копы стоят, ну короче, надо вовремя текать. Я не знаю, что сегодня за день, может у них тренировки, потому что это уже 5-я едет. 5-я колонна, то есть туда ехало 3 колонны, не 3 машины, то есть одна проехала, через полчаса там 2-я. И вот опять, либо аварии так случаются часто у них здесь. Я, например, когда в город заезжаю, всегда прикручиваю музыку, чтобы слышно было полицию, либо скорую, чтобы ты их не сгреб, потому что они-то на красный проедут. Поэтому будьте внимательны, чтобы не попасть в подобную ситуацию. Такой маленький вам советик. Спасибо, папа Бэтмена, за бесценный совет. Штат Техас. Город Хьюстон. Хьюстон, у нас проблема. Стоп, народ, извините, Хьюстон и все остальное будет уже в следующей части. Да, я разделил видео на 2 части, извините, но так получилось. Видео вышло в час, я решил, что это слишком длинное видео, поэтому сколько я заработал и все остальное увидим в следующей серии. А тех, кто были со мной до конца, спасибо всем, поднял, обнял, закружил и поставил. Всем пока. Просто как есть, там сколько съездов, тут идут съезды.